Всем привет, друзья мои, мира вам и крепкого здоровья. Сегодня у меня очень вкусный, сочный, настоящий гуляш. Мяско, посмотрите, какое нежное, очень мягкое и очень вкусное. Космос. Поехали готовить. Друзья мои, как правило, гуляш готовят из красного мяса, и количество мяса должно быть равным количеству овощей. И допускается, чтобы овощей было даже немного больше. Вот у меня здесь 400 грамм мяса, 200 грамм моркови и 250 лука. Мясо режем вот такими кусочками, не мелкими. В процессе готовки мясо уменьшится в размере. Лучше всего, если мясо будет хотя бы с небольшим жирком. Сейчас я мясо порежу такими кубиками. Мясо убираем в сторонку и займемся овощами. Лук я режу вот таким образом, примерно полсантиметровыми кубиками. И порежу морковь такими же кубиками, полсантиметровыми. Еще нам понадобится 150 грамм томатной пасты, специи. Я беру хмели сунели и кориандр, 100 грамм растительного масла и 2-3 ложки муки. Ну и соль по вкусу, примерно 1 чайная ложка, это 10 грамм. Идем обжаривать. В сковородку выливаю 100 грамм растительного масла и разогреваю его. Как только масло разогрелось, выкладываем мясо. Обжариваю мясо на огне чуть ниже среднего в течение 5-7 минут до слегка румяной корочки. Прошло 7 минут. Мясо за это время практически на 50% приготовилось и подрумянилось. Добавляем лук и морковь, перемешиваем и будем обжаривать на огне чуть ниже среднего в течение 5-7 минут. Лук должен стать прозрачным и смягчиться. Морковь изменит свой цвет. Лук ни в коем случае не должен подрумяниваться, а поэтому перемешивайте периодически всю массу. Прошло 7 минут. Добавляем сверху чайную ложку соли. Это примерно 10-11 грамм. Чуть позже мы еще попробуем и присолим. Пол чайной ложки кориандра и чуть больше пол чайной ложки хмели сунели. Можете добавить черный молотый перец. Перемешиваем. Выкладываю 150 грамм томатной пасты. Немножко воды добавила, чтобы все со стеночек смыть. Я жадина. И перемешиваем. Сейчас я уберу огонь практически на минимум. И буду пассеровать томатную пасту. Томатная паста может пригорать. Томатную пасту будем пассеровать в течение 5-7 минут. Таким образом уйдет лишняя кислотность и характерный вкус и запах томатной пасты. Это обязательная стадия. Весь вкус вашего гуляша зависит от того, насколько вы тщательно прогреете томатную пасту. 7 минут у меня пассируется томатная паста. У нее изменился запах, она стала вкусно пахнуть. Сейчас я вам покажу. И масло должно стать вот такого красивого янтарного цвета. Добавляю огонь до среднего и выливаю 700 грамм воды. Все тщательно перемешиваем и ждем закипания. Скорее всего, воды я еще добавлю в процессе готовки. Сейчас я попробую на соль. В принципе, еще можно добавить пол чайной ложки соли. А вы обязательно пробуйте. Как только гуляш закипел, хорошо перемешаю. Уберу огонь на минимум. Закрываю крышкой и под крышкой готовить буду в течение 1 часа. 2-3 раза обязательно перемешаю, чтобы не пригорело ко дну. Если я почувствую, что жидкости мало, добавлю 100-150 грамм и обязательно проверю на соль. Гуляш у меня готовится ровно 1 час. Я его, наверное, 4 раза перемешала. Запах стоит космос. Я вообще люблю гуляш. Сегодня гуляш будет с макарошками, а завтра с картофельным пюре. Чтобы загустить гуляш, нам понадобится 2 без верха столовые ложки муки и где-то 100 грамм воды. Размешаем, чтобы не было комочков. Перемешала и выливаю вот эту мучную смесь. И хорошо размешиваю, довожу до загустения. На это количество 2 столовые ложки муки. Нормально. А если вы готовите из большего количества мяса и овощей, конечно, добавьте 3 столовые ложки муки. Вот так сейчас, если развели, и вам кажется, что очень густая получилась еда, добавьте воды, но не забывайте пробовать на соль.
так как добавляется вода и количество соли может не доставать. Друзья мои, для баланса вкуса возможно добавить немного сахара. Я попробовала, у меня все нормально, и я сегодня сахар добавлять не буду. Идеально, очень вкусно. При желании можно добавить чеснок, но у меня внучка, она не будет с чесноком есть, поэтому не добавляю. Все, жду пока закипит. По мне идеальная консистенция. Сейчас я ложку возьму и покажу вам ложкой, какая густая. Вот такой густоты достаточно. У меня довариваются макароны. Сейчас воду солью, добавлю кусочек сливочного масла. Хотя можно к макаронам сливочное масло не добавлять. Но по привычке я не знаю, как это готовят макароны без масла сливочного. Все, закипело, буквально минутку. Закрываю крышкой, выключаю. Сейчас макароны солью и буду подавать очень вкусное блюдо. На самом деле, друзья мои, готовится такое блюдо несложно. Вы, в принципе, собрали все и целый час занимаетесь своими делами, а блюдо ваше готовится. Ну, посмотрите, какая красота. Вот такое очень вкусное блюдо получается. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.